Друзья, всем привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня вашему вниманию обзор наушников Axelvox HD710. Не теряем времени, приступаем. Давненько у нас не было наушников на обзоре. Вот удалось несколько образцов прикупить, и за недельку-другую все снимем и вам обязательно покажем. А сегодня у нас вот эти вот Axelvox. Называются они HD710. Стоят они на сегодня 4900 рублей. И абсолютно не похожи ни на какие другие наушники в природе. Ха-ха-ха. Ладно, это не важно. Главное, чтобы мы могли за эти деньги получить то, чего мы хотим. А чего мы хотим? Правильно. Чтобы их удобно было носить, чтобы громкости хватало и чтобы качество звука было для нас приемлемым. Вот и начнем с первого пункта. Удобство. Ну, тут, как вы понимаете, будет присутствовать некоторый субъективизм. Но голова у меня вроде стандартная, уши тоже среднечеловеческие, так что многим мои ощущения могут быть как свои собственные. Короче, рассказываю. Они легкие, да, 292 грамма. Они как бы и не давят вовсе, но вот какое-то состояние неуюта, оно прям присутствует. Ну, не знаю. Тут единственный выход — это или привыкать к ним, или прежде чем купить, померить их где-то на свою музыкальную голову. Ясно. Дальше. Наушники закрытые, драйверы 50 мм, частотный диапазон 15-25 тысяч Гц, сопротивление 32 Ома. В комплекте идет 2,5-метровый отсоединяемый кабель и переходник на 6,3 мм. Все. Что касается пункта второго, громкости, то тут ее вполне всем хватит, о чем нам заодно расскажет и веселая картинка от Романа Кузнецова. Напомню, это наш добрый товарищ и партнер, основатель и главный специалист лаборатории Reference Audio Analyzer. Ну а по третьему пункту, касательно качества воспроизведения, тут, как говорится, каждому свое. Вот лично на мой вкус, это не мои наушники, поскольку мне хочется более аккуратного и отчетливого низа и ясную и прозрачную середину. Но, повторюсь, на вкус и цвет сами понимаете что. Ну а услышать их как сможем, так сейчас и дадим вам. Слушайте и после подытожимся. Друзья, как бы то ни было, но к тому, что вы сейчас услышали, 20% хорошести надо добавлять. Как бы ни была хороша наша система записи, она все равно не в силах достоверно передать то, что есть на самом деле. Так что делаем на это поправку. Ну а теперь картинки. Как всегда, мы начинаем с чувствительности. Если найти среднюю величину вот этих всех показателей, то получим чувствительность этих наушников к напряжению, и равна она 116 дБ.
что говорит о том, что эти HD 710 будут играть громче на 6,2 дБ большинства полноразмерных наушников. Статистика более чем правдива, поскольку на данный момент лабораторией RAA было протестировано и измерено 1229 моделей, так что сомнений быть не может. Дальше сопротивление. В описании указано 32 Ома. Измерения показали цифру 29,6, что в принципе соответствует заявленному. Напомню, что небольшая разница в величинах – это то, что уходит на наши кабели и переходники. И финалом всего – амплитудно-частотная характеристика. В общем и целом, то, что вы видите на картинке, скорее всего, могли услышать и на тесте. Ясности и прозрачности не хватает, прыжок на 5500 никак не спасает, а в диапазоне от 1000 и ниже не достает плотной поддержки в районе нижней середины. Отсюда и появляется некая сдавленность звучания, которая может вводить в заблуждение тех, кто соберется делать в этих наушниках какое-то сведение. Одним словом, 4900, вроде бы деньги не такие большие, но если вы работаете с музыкой всерьез и надолго, то лучше, наверное, будет маленько подкопить и приобрести что-то посерьезнее. На то мы ставим финальную точку. Пишите, какие мысли и ощущения у вас появились. Оставайтесь в компании с нами и всего доброго. А у тебя какие ощущения появились? От наушников? Да. Красивенькие. Ой. Основатель и главный специалист лаборатории Reference Audio Алан. Это пипец.